Здравствуйте, дорогие наши друзья! Вы на канале «Давай запишем». В студии Александр. Сегодня вашему вниманию обзор битва трех популярных микрофонных настольных стоек-пантографов. Tascam TM-AM2, Rode PSA1 и Rode PSA1+. Приступаем. Надо ли нам с вами сейчас говорить о безоговорочных преимуществах подобных приспособлений перед стойками напольными или даже просто какими-то настольными? Не думаю. Все, кто однажды попробовал работать с микрофоном, используя пантограф, уже никогда к более широко распространенным и чего уж тут к более доступным по цене, не вернется. И на самом деле плюсов у таких устройств просто море. Крепи его куда угодно или где только есть любой свободный клочок стола. Вращай туда, куда надо, управляй высотой так, как тебе удобно. С обычной стойкой такой свободы действий нам не видать. Но если, конечно, у вас не гарнитура или петличка. Сегодня производителей подобных стоек, как, пожалуй, и любых других приспособлений и аксессуаров, достаточно много. И каждый из них, что естественно, хочет твердо завоевать свою нишу на рынке и поэтому придумывает разные способы достижения этой цели. Кому-то это удается, кому-то не очень, кто-то бессовестно роняет цену, делая ставку на то, что у людей на такие вещи денег, как правило, немного, но при этом предоставляя очень малокачественный продукт. Кто-то совершенно не стесняется предлагать достаточно дорогой вариант и при этом радует и качественным исполнением, и дорогими материалами, и внешним видом. Одним словом, выбор есть, и самое главное, нам с вами в нем не ошибиться. Для этого надо обращать внимание, во-первых, на главную держащую деталь всей конструкции. Она как минимум должна быть сделана из прочного металла и иметь качественные зажимные элементы. Во-вторых, заранее прикидывать, какой микрофон или микрофоны мы будем сюда крепить, чтобы не получилось такого, что они будут тяжелее или наоборот легче возможностей пантографа. В-третьих, изучаем, какой длины плечи и, соответственно, выброс имеет тот или иной пантограф, и хотя бы как-то условно примеряемся на своем рабочем месте. Ну и в-четвертых, со всей ответственностью понимаем, что очень дешевые подобные вещи будут иметь низкое качество материалов, что обязательно приведет либо к недолгой эксплуатации, либо к невыносимым неудобствам при использовании. Волей-неволей вспоминаю, как-то года 3 назад на поп-мьюзике снимали сравнение двух пантографов. Конкретно это были Sound King DD077 и Evzone NB35. Так вот, там было показано, в чем состоит разница по цене в 6 раз между этими экземплярами. Sound King установил и работай ни о чем не думая, а Evzone крепи осторожно, чтобы не сорвать пластиковый барашек. Установочное гнездо лишний раз не тревожь, оно расшатывается и разбивается очень быстро. Ну и не слишком часто дергай микрофон туда-сюда, потому что пружинки там нежные и насколько их хватит, непонятно. Хотя при этом с легкими микрофонами Evzone справлялся, и, как писали нам многие умельцы-владельцы подобного, если проявить немного фантазии и вооружиться некоторыми слесарными инструментами, то допилить до состояния нормалек можно. Так, друзья, довольно. Сегодня у нас на арене Tascam TM-AM2 по цене 5500 рублей. Rode PSA1, который можно купить уже за 8300, совсем недавно десятку стоил. И долгожданное чудо PSA1 Plus, за которое надо отдать 13 тысяч рублей. Ну и славно. Как они все выглядят, вы сами видите, поэтому никого расхваливать я тут не буду. Скажу лишь одно. Для тех, кому важно смотреться с экрана дорого и понтово, есть на что обратить внимание. Что нас может волновать, беспокоить и заботить при выборе на свое рабочее место такой стойки? Ну, внешний и ценовой признак разобрались, и остаются, пожалуй, два главных момента. Надежность струбцины и всех винтовых зажимов, и, естественно, вес, с которым пантограф будет без проблем справляться. Вот и будем сейчас экспериментировать. Но для начала представлю микрофоны, которые сегодня нам будут помогать. Это SE Electronics V7 весом 305 граммов, Rode PodMic 937 граммов
и SE Electronics Z5600. 750 граммов собственных, плюс порядка 300 паучок. Итак, погнали и начнем с Tascam. Собственный вес у него кило 100, струбцина железная, надежная. По толщине столешницы можно до 55 мм. Имеет два плеча по 520 мм. И пробуем нагружать его. Нагрузка 320 граммов вместе с держателем. Наблюдаем, товарищи. Вот вам, практически полный вылет. Держим. Пробуем вверх. Не падаем. Собственно, все в порядке. Работает. Теперь на очереди у нас 937 граммов. Наблюдаем. Держит. И так держит. Не пугайтесь, эта пружинка на место встала. Ну что, браво, Tascam, порядок. И с замиранием сердца, где-то там кило 100, кило 150. Смотрим. А вот так. А вот так. Друзья, в общем-то, здорово, Tascam справляется. Да, и, кстати, вот еще хотелось бы включить один момент в тест всех пантографов. Это реакция на механический шум. Так что слушайте самым внимательнейшим образом. Продолжаем, друзья, и на ринг вызывается PSA-1. Весит он около 1,5 килограммов, крепление к столу более чем надежное, те же 55 миллиметров толщины стола без проблем. И что у нас с плечом? Одно 470 миллиметров и второе столько же. Ну что, грузим. Начнем с самого легкого, и это не просто так. Смотрите, какой отзыв оставил нам на сайте наш уважаемый покупатель Валентин. Очень важный момент, хотя с другой стороны, представить себе, что кто-то на такой пантограф будет цеплять какой-то дешевый и легкий микрофон, не совсем просто. И более того, в описании к этому устройству указана рекомендуемая нагрузка от 700 до 1100 граммов. Ну ладно, всякое может быть, давайте все-таки попробуем. Товарищи, 320 граммов. Посмотрим, он держит, но он держит только в таком положении, потому что чуточку, вот так вот, допустим, на себя, и пантограф улетает. А это говорит о том, что наш покупатель, наш зритель Валентин был совершенно прав. То, что менее 700 граммов, собственно, о чем написано в описании, то он держать не хочет. А вот и 937 граммов подоспели. Смотрите, тут он ведет себя просто как родной, еще бы увидел родственника и решил, что выпендриваться не будет. Нет, друзья, все на самом деле великолепно. Держит в любом положении просто прекрасно. Для него, видимо, он и был создан. И самое тяжелое, что у нас есть на сегодняшний момент. Смотрите, наверное, вот этого будет вам достаточно. Для того, чтобы понимать, что с этим пантографом все в полном порядке. Вес кило с небольшим. Кило 100, кило 150. И, наконец, друзья, просто сумасшедший австралийский красавец PSA-1+. По струбцине и толщине стола все то же самое. Собственный вес кило 520. Плечи 470 и 470. И, наконец, нагрузка, которая ему будет впору, это разбег от 94 граммов до 1 килограмма 200 граммов.
Эх, жалко, нет у нас микрофона весом 93 грамма. Ну ладно, сейчас мы его также пригрузим и посмотрим, как он себя поведет. Единственное, что добавлю, пока не забыл, это то, что оба этих роуда крепятся не только с помощью струбцин на край стола, а еще имеют возможность врезаться абсолютно в любое место. Для этого есть у них вот такие элементы крепления. Да, придется сверлить стол, но зато кому это надо, сделают и будут кайфовать. Все, тестим. Так, ну а с этим красавцем решили немножко поимпровизировать и нагрузили его сразу самым тяжелым микрофоном. Но, друзья, тут можно, наверное, не сомневаться, что все будет в порядке. Вот одной такой вот манипуляции, одного такого движения, думаю, нам с вами достаточно. Держит, прекрасно держит. Ну, на всякий случай, чтобы никого не обидеть, еще и этот посмотрим. Ну, красота. Ну и вот он, момент истины. 320 граммов. И наблюдаем за нашим OnePlus. Как он справляется. Товарищи, справляется. Никаких проблем, никаких взлетов. Все великолепно. Так что от 94 граммов это, скорее всего, правда. Ну что, друзья, подытожимся. Разумеется, каждому свое, и в зависимости от того, какие цели преследует тот или иной человек, так он и оборудует свое рабочее место. Понятно, что вот эти роуды – это надежно и статусно. Понятно, что к ним цеплять микрофоны, которые будут стоить дешевле, чем они сами – это некий абсурдный нестык. Поэтому все и всегда должно быть продумано и оправдано. Но можно совершенно нормально использовать и что-то подешевле, если для вашей картинки это не принципиально, или же у вас несколько миллионов подписчиков, и они с нетерпением ждут ваш новый контент, и им плевать, какой там у вас пантограф или вообще микрофон. Так что еще раз повторю, каждому Сеньке своя шапка. И все же, если собираетесь покупать совсем что-то дешевое, подумайте несколько раз, стоит ли рисковать, пусть даже небольшими деньгами, стоит ли терять время и нервы на возврат товара и получение денег назад, ну и так далее. К сожалению, таких случаев очень немало, поэтому опять и опять неустанно повторяем. Лучше немного подкопить и купить то, что действительно будет вам служить долго и верно. Всем удачи, друзья, и всего доброго. Ты просто... Он так? Да. Ну Я имею в виду не сюда, а наоборот туда. Вот сюда? Да. Ну так, нормально, ничего не влазит. Можно еще поближе к себе. Вот, отлично. Даже так? Да. Угу. Хорошо, но начать можно вот с этого, да? Что там? Да, взлетела, вот тут пылина летает перед глазами.